Буквально недавно вышел у меня пост по поводу этого упражнения, да. И вот то, что сейчас Ваня делает, это характерный пример о том, что пишут ребята в комментариях. Да, сейчас действительно у Ваньки работает больше пик, верхняя, внутренняя часть, да, и поскольку локти разворачиваются. И сейчас в данном упражнении, в данном движении Ваня не затрагивает нижнюю часть. Мы сейчас немножко видоизменим это упражнение, да, и посмотрим, что будет происходить. Вань, теперь твоя задача полностью распрямлять руки таким образом, чтобы они были на вывороте. Хват можно взять чуть шире, да. И твоя самая важная задача это сейчас не просто поднять вес, а определить промежуточные точки. Подожди минуточку. Руки у тебя вывернуты, да. И потом точки, первое, фиксированная. В этом положении ты сначала искусственно напрягаешь бицепс, да, потом проходишь через контрольные точки. Точка это первая вот здесь, дотянуться до моего носа, сделать как бы такой захват, да, через мой нос, потом есть средняя точка и верхняя точка. Верхняя точка это максимальное сокращение бицепса до момента его расслабления. Поехали. Только вот таким образом, да, вот, через мой нос, вот так. То есть движение получается как бы экскаваторное, когда забираем. Вот так, да. Через мой нос. Вот до носа надо дотронуться. Вот так. Еще раз туда. Вот. Само по себе верхнее движение, оно уже больше идет на верхнюю часть. Если мы хотим больше напряжения дать на нижнюю часть, нужно сфокусироваться и концентрацию делать именно внизу. Окей. Традиционно распространенное, как мы делаем, это взяли, сжали кисти и начали делать движение. Важно, самое главное, поднять сюда. Многие еще начинают помогать себе, закидывая вот. Это неправильно. Таким образом включается больше связочный аппарат, присутствует инерция и нагрузка на мышцы становится минимальной. Я считаю, что данное упражнение нужно для того, чтобы бицепс был более полный, начинался от связки, от именно локтевой связки. Для этого нам нужно расслабить по максимуму кисти, сделать их просто захватно. Они ни в коем случае не зажимаются вовнутрь, они всегда существуют как просто рычаг. То есть как штанга начинает просто висеть в нижнем фазе и в верхней. Все. Потом дальше мы обрисовываем контрольные точки через максимальную амплитуду. Тем самым делаем руку как экскаватор, когда черпает песок. То есть он берет, закапывает и поднимает. Вот здесь как будто представьте, что у нас находится не штанга, а песок, который ни в коем случае нельзя рассыпать. Сюда перебрали, песок высыпался. Раз. И контрольная точка. Мы хотим зацепить песок и поднимаем через траекторию. То есть немножко вот такое движение. Оп. Подняли, опустили. В нижней фазе, когда опускаем, важно самому не расслабить бицепс, потому что здесь есть холостой ход, в котором, да, действительно, бицепс может расслабиться. Но мы можем его контролировать сами. Напрягли бицепс, зачерпнули, подняли, медленно опустили. Вверх чуть быстрее, вниз на порядок медленнее. Вниз. Оп. Вниз. Хоп, вниз, хоп, вниз, хоп, вниз. Даже с пустой штангой уже чувствуется наполнение. Ванина техника сейчас мы пытаемся найти наиболее приемлемое движение именно для него, поскольку руки у него короткий, ход более закрепощенный, да, поскольку жимовая техника немножко по-другому, сейчас мы пытаемся найти именно для него подхожую тематику. Полная. Помогай. Все, полная.
Снизу, снизу, снизу держи. Вниз. Внизу дорабатывай, чтобы вниз закачать. Еще. Все, есть. Ну что, зашло? Сейчас именно вот сюда зашло. Вот. Точнее, прямо самое нижнее крепление короткого пучка. Да. Но если бы сейчас у Вани получилось бы развернуть руки, по физиологии просто не получается, руки были бы ровные, то бицепс стал бы более Подрезанный, более активный. да? И тем самым пик начинался в расслабленном состоянии, начинался, рука бы больше фокусировалась снизу, а не так, как по физиологии у многих он поднимается вверх. Есть еще один прием. Попробуйте штангу поднимать за голову. Может быть, получится. И прочувствуете его чуть по-другому.